В нашем центре есть чудесный маленький герой с трудной судьбой, но не потерявший веры, надежды и любви к человеку. Он очень милый, трогательный котик красивого серо-белого окраса с очень внимательным взглядом, проникающим в душу. Мы не знаем точно, что именно произошло с ним, какую трагедию он пережил, но настрадавшемуся Лацио выпал шанс выжить. Был обычный будний день, такой же, как у всех. Не успеваешь разобраться с половиной дел на работе, а тут уже обед, и можно ненадолго выдохнуть и сходить купить себе что-нибудь покушать. И кто мог представить, что обычный поход в магазин станет спасением маленькой жизни? Вот так одна девушка просто пошла на перерыв. Подходя к магазину, прямо перед его входом она увидела лежащего в луже котенка. Крошечный, худенький, грязный, с неестественно вывернутой лапкой, он из последних сил мяукал охрипшим голоском и смотрел на прохожих своими огромными глазами, полными боли и угасающей надежды. Она почувствовала, как жалось сердце, и сразу бросилась к малышу. Он из последних силенок приподнял голову и еле слышно пискнул. Девушка забежала в магазин и, путанно объяснив удивленной продавщице, что очень нужна коробка, прям срочно, прямо сейчас, потому что там котенок, и он маленький, и он, похоже, умирает. Через минуту нашлась и коробка, и даже подходящая тряпочка, чтобы мягче было лежать. «Иди сюда, котенька», — говорила она, бережно приподнимая вялое тельце с земли и стараясь не заплакать. Тихий комочек не сопротивлялся. Может, именно в эту минуту, когда ласковые нежные руки коснулись его шерстки, ему на миг почудилось, что это вернулась мама, что теперь он не брошенный и искалеченный малыш, а снова нужный котенок, что о нем позаботится, и скоро все будет хорошо. Благодарно уткнувшись носом в руку, которая сейчас спасала его от смерти, он тихонечко лизнул ее и провалился в сон. А потом было обследование. Казалось бы, такое простое слово, а сколько всего за ним стоит. Маленький Лацио, так назвали котенка, объездил много разных клиник и чего только не перенес. И кровь у него брали, и даже побрили тощие пузико для УЗИ, и рентген делали, и МРТ, а еще водили детеныша на прием к лучшим ветеринарным хирургам Москвы. Но пока ездили по врачам, выяснилось, что операции ни на лапке, ни на позвоночнике не исправят ситуацию. Врачи пришли к выводу, исправить травму невозможно, и котик будет спинальником, с травмированной передней лапкой, на которую будет опираться, как на костыль. Для поправки здоровья Лацио отправился в специальный реабилитационный центр, где он старательно занимался гимнастикой и ходил на массаж, чтобы сохранить как можно больше подвижности и выработать так называемую спинальную походку. Он безропотно выполнял все процедуры, словно хотел доказать всем, что он понимает, сколько души в него вложили люди, что они поверили в него. Значит, теперь его очередь доказать, что он очень благодарен за свое спасение и тоже умеет преодолевать трудности. Спустя некоторое время Лацио уже не был похож на тот комочек горя, каким его нашли у магазина. Он наел бочка, похорошел, распушил усы и нарастил щечки, приободрился и приехал в Муркошу в поисках дома. Здесь у Лацио собственные хоромы, где он продолжает заниматься реабилитацией. Лацио окончательно освоился и принялся успешно очаровывать всех, кто оказывался рядом. А теперь Лацио ждет еще одна встреча со своей семьей, с теми, кто придет именно за ним, добрым и отважным котиком, пережившим так много, но не потерявшим веру в лучшее. Он перенес много страданий, но думает совсем не о них, а о том, как много хороших людей он встретил. Когда смотришь на этого энергичного и общительного котика, понимаешь, что сам он не осознает своей особенности. Он такой же шустрый, также радуется общению, любит ласку и обожает игры, как и обычный котик. Единственное, что ему требуется, это помощь в туалетной процедуре, потому что сам он этого сделать не может. Процедура эта несложная, и фельдшеры Муркоши обязательно покажут будущей семье Лацио, как ее проводить, всему научат и ответят на все вопросы. Пусть Лацио особенный котик, но это только физическая особенность, а душа его, трогательная, нежная, добрая, не озлобилась и по-прежнему прекрасна. И он будет искренне и так же сильно любить тех, кто захочет сделать его своим, ничуть не меньше, чем другие котики, без особенностей.